Gut. Kein Fibon? Schar, нет? Gut. Карантин. 2 Wochen. Никуда, 2 недели. Никуда, никому. Ausgeschlossen. Сюда никого не пускают. Я буду приходить, меня не пускают. На лодке будем уходить. Geschäft бросать нельзя. Остальное карантин. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Тимофей. Завтра плывем. Auf Wiedersehen, Герр Гауптман. Все будет исполнено. Ну вот, 2 недели сюда никто и нос не покажет, куда и как хорошо. И жидко Тараканову обещал. Смотрите, неженка, таракан ей не по нраву. Ты свой нрав прячь до полу. Научись сперва на карачках ползать. Не на меня гляди, а в окошко. Осторожней только. Там она еще. Кто? Соседка наша. Зловреднейшая баба. И дала, как она платок затянула. Так бы на моей шее петлю. Зловреднейшая баба. Сильно советская. Сильно советская. Пеленгаторов в Лущевке нет. Это дед знал точно. И все же, чем скорее уйдешь из эфира, тем меньше риска. Ну что же передает дед? Группа Ясного сообщает. Большой карп ушел без хвоста. Новые игрушки боятся масла. Шифр. Дедушка, Чего тебе? что это значит? Новые игрушки боятся масла. А зачем тебе знать? Что я, по-вашему? Жучка или Бобик? Неужели мне не интересно? Может, вы что-то радостное передаете? Я и тоже хочу порадоваться. Это все езида карпа. Должна же я знать. Меньше будешь знать, тебе же полезней. Да и дел тоже. Чтоб больше никаких вопросов. Ей было тяжело. Молчание и скрытность деда Дуся принимала за недоверие и, в свою очередь, подозревала его и не верила ему. Не раз хотелось ей сообщить свои подозрения штабу фронта, но боязнь совершить ошибку, помешать работе, сдерживали ее. Давай, давай, прыскай, трави прусаков. А прусаки, это знаешь кто? Это самые заядлые немцы. Ну, самые задиристые. Дед с Гауптманом часто уплывали не то порыбачить,
не то по их таинственному гешефту. Но возвращался дед всегда с уловом. Дед хоть и носил шинель полицая, но с полицаями встречался редко и к себе не допускал. Полицаи не придирались. Видно, понимали, что дед на особом счету у заместителя коменданта. Говорил я тебе, зловреднейшая баба, самая советская. Вот ненавистна стала ей моя внучка. Что ж, раз я халуй, выходит, ты халуеныш. А ты что, неужели мне и впрямь жалишься? В самые глаза плюнула. Терпи, золотко. Христос терпел и нам велел. Хорошо, что бомбу в нас не швыряете, а то ведь этот народ испалить можете. А, какая уж наша с тобой планида, Женюшка Евгенюшка. Ирцы и Езекиил Костовоофу не бяшели. Вслед за карантином начались дожди. Дуся изнемогала от бессилия, от своей пассивности. Разве такой представляла она свою работу? Ни тебе героизма, ни воинских подвигов, ни смертельной опасности. Guten Tag, Fräulein. Prosit. Пить. Немножко пить, Фräulein. Nein, 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 etwas. Совсем немножко. Ну, bitte. Давай. О, тифус, я. Ага, Тиф. Платок отдайте. Nein, так хорошо. Мальчик, интересант. Плачи. Что, плакать, что ли? Зачем? Nein, nicht weinen, nicht weinen. Tanzen. Русский плачи, платочек. Плясать! Да, плачи. Что выдумал? Да не стану я плясать. Плачи. Плачи. Ну? Плачи, девка! Schneller! Плачи! Schneller! Музыка. Ну где же музыка? Ah, Musik. Ja, Moment.
Солдат не виноват. Nicht schuldig. Это девчонка. Nein! Марш! Hinaus! Der Wetter ist schlecht. Погода. Большой разлив будет. Ja. Внучка, сними сапоги с господина Гауптмана. Живо. Dankeschön. Dankeschön. Пойди вымой сапоги. Да хорошенько. Неужели разведчик должен терять гордость, человеческое достоинство? Прислуживать врагу? Бита. Гранату вы мне или пистолет? Бита, Гергауптман. Женюшка, принеси к нам солонку. Бита. Рассуди нас, Женюшка. Мы вошли в спор. Тимофей. Nein, Гергауптман, nicht richtig. Вот спросим внучку. Она хоть и мала, sie ist klein, aber klug. Раз дело касается таких, как она, должна их соображение понимать. Sei klug. Будь умная девочка. Прошу. Ты заметила, что из Лущевки и ближних станиц не вывозят девушек в Германию? Как я могла заметить? Если была на карантине, никуда не выходила. Natürlich. Фройляйн замечать не могла. Но ты, старик, говоришь не то. Не тот вопрос, молчи. Отвечает девочка открыто, без боязни. Отвечай, внучка, не бойся. Перед вами, nein, офицер. Нет. Конец война, долой форма, и я есть коммерсант. Форма я есть тоже коммерсант. Здесь я есть представитель фирмы «Штольц и сын». Богатейшая фирма. Вникай, внучка, вникай. Я есть сын. Я хочу говорить свой фатал, отец, такой девушка, 1000, 2, 3. Мужчин побит, отец и брат в могила, так? Она умница, соображайте. Соображаю. Мужчины погибнут, а мы останемся. О, я хочу делать большой гешефт. Коммерция. Большой гешефт. Золотое дело. Прогресс. Я хочу делать рыбный расфотка. Здесь Азовский теплое море, чудесная река. Рыбные плантации. Много пелуги. Осетр, стерлядь. Дозвольте, Гергауптман, я ей добавочное разъяснение сделать. Вот мы с господином Гауптманом ездим по речке, по ёрикам, по заводям, и везде вёшки ставим, столбики. На них таблички «Штольц, Штольц, Штольц, Штольц». Это значит, чтобы за фирмой их не закрепить, эти места. А после войны все их не будет. Я. Этот рука есть германский золото. Нужно много тысяч работниц. Будут хорошо шить. Чистая казарма. Деньги на Росбанк. 5 лет arbeiten, работать. Дальше замуж и дети. Какой там замуж, если все мужчины в могиле? Ай, внучка, в самую точку. Я говорил вам, господин Гауптман, она у меня умница. О, nein, не умниц. Такой работник, девушка, дочь Бауа, германский крестьянин в шон возьмет. Не, господин Гауптман, это не выйдет. Почему nein? Фюрер не позволит. Не позволит нам фюрер немецкую кровь с русской смешивать.
И кроме того, женщина-казачка к рыбному делу нисколько не приспособлена. Но в сопровождении парней их можно будет научить. Момент! Не ловля! Просветление! Мужчин не нужен! Нужен. А где же икру брать? С первой рыбы поймать надо, давить икру, делать садки. Без мужиков в отдел не выйдете. Я тебе, внучка, один секрет открою. То, что девчат отсюда в Германию не увозят от господина Гауптмана за стол. Старик, перестань болтать! Ты пьян! Не бойтесь, господин Гауптман, внучка нас не выдаст. Но вы должны обеспокоиться, чтобы парней отсюда не угоняли. А то ваш начальник уже списки составляет. А вы должны... Старик, молчи! А Ты пьян! Молчу. Но только какой шанс упускаете? Сейчас война на Волге, так? Через месяц-другой войне конец. Вы здесь хозяин. Но с кем же работать будете, когда всех уводите? С кем? За скорейшее окончание войны и начало гешефта вашего. О, вот канань, коньяк. Румынская. За победу. Ох, и хитер старик. И смел. Ловко опутывает немца. Наш он, ясно. Только как он может так спокойно говорить? Конец войне. Вы здесь хозяин. Что же это? Биtte, Herr Hauptmann. Так. Ну. Alles! Прошу. Es ist schon Zeit, Внучка. nach Hause zu gehen. Ах, Герр. Биtte. Danke. Oh, auf Wiedersehen. Verdammt Да как это nochmals! вас угораздило? Да что, господин Гауптман, ну? Oh, Tjapol! Oh, mein Gott! Беда. Oh. Форт! Ты есть форт, Тимофей? Господь с вами. За что же вы, господин Гауптман? Ты хотел поропать. Ты лез в мой карман. Да я вас торопился из грязи вытащить. А вы? Зачем мне ваш карман? А что же вы, дедушку? Он же ведь старенький Гергапн. Alles, Тимофей. Прости меня. Бог вам простит, господин Гауптман, за всю преданность мою. Благодарность ваша. Обидно на старости лет. Извини меня, старик. Глупо подозревать тебя. Извини меня, Тимофей. Теперь все хорошо. Auf Wiedersehen. Дедушка, идите скорее в избу. Ведь простудитесь насмерть. Переоденьтесь. Не закрывай дверь. Бочонок, подкати, чтобы не закрывалась. Тащи свои гранаты, пистолеты. Откуда? Я же не знаю, где вы все подевали. В прорези матрас твоей лимонки. Живо! Придут. Первым делом швыряй гранату. Братья постараются живьем, мертвые мы им ни к чему. Да что случилось? Да я-то, черт дурной, впрямь хотел потрясти Гауптмана. Как тащил ее, мелькнула думка. Хорошо бы круглую печать достать. В коробочке он ее таскайся. Ах ты, коньяк подвел. В румынском коньяке градус не тот. А самогон наш Гер выпил мало. Поняла, развесится. Че одежку перетрухнул? Кричал он, что вы шарили.
Значит, заподозрил. О! Плохо, что Гауптман извиняться начал. Очень плохо. Ты подумай, какой-то господин перед своим лакеем, который для него все равно Цуцк, извиняться будет. Ну и что? Эх, подпольщица. Значит, он недостаточно пьянел. Шарик работает, дай, думается, в спокое, при масле дедушки, он спать ляжет. А как мы с тобой захрапим, нас тут врасплох. Дедушка, Тимофей Васильевич, бежать надо. Куда бежать? На тот свет успеем. А по этой воде бежать жабры надо иметь. Наше дело с тобой счастья ждать. А вдруг что-нибудь на ветру свои подозрения развеять? Ну, а нагрянуть, принимай бой. Живой себя не давай брать. Что с Андрюхой делали? Гады. Я разрушу весь аул, и Коськину мать. Все, внученька, отстояли вахту. Можно запираться да спать. Праздную жизнью, да глупость их фашистскую. А того, вернее, жадность их непомерную свинячью. Что же это вы? Сначала панику пороли, а теперь... Знаешь, как ломить? Старость не радость. Спать иди. Утром что можно, объясню. Но утром дед уже не мог сказать ни слова. Дуся сообщила в штаб о его болезни. Также передала, что гауптман Штольц и другие офицеры заранее делят нашу землю, планируют будущее хозяйство. Внученька, берегись полицая Сашко. Очнулись-таки, дедушка. Похоже, конец мне приходит. Берегись, Сашко. Он о тебе все знает. Успокойтесь, дедушка, какой еще там Сашко? Успокойтесь. Полицай. Морда крысиная рваная. Ты его еще у колодца. Помнишь? Сашко видел, как ты с парашютом опустилась. Ой. Это он твой рюкзак забрал и мне передал. Полицай. Люди, которые здесь, ой, как непросты. Есть, которые якшают с немцами и вдруг поворачивают в нашу сторону. Сашко давно знает, кто я. И тебя спас, а мог бы выдать. Так значит, он свой? Свой. Уголовник он. Перед немцами выслуживался. На облавах свирепствовал. Ой, помолчите, дедушка. Четвертый день вот так. К фельдшеру Свириденко не ходила. Угнали фельдшера. В Германию. Пейте, дедушка. Чай силы придает. А может, самогоночка, а? Самогоночка, она крепче чай твоего. Хоть четверть стакана. Еще чего выдумали? Отраву это. Не дам. Ты вот спрашивала, чего я панику поднял и вдруг успокоился. От чего я успокоился? Опять же, Сашко, уговор у нас с ним. Как Штольц спать завалится, Сашко песню какую орёт. Дескать, все в порядке. Почему тебе этого, Сашко, опасаться надо? Потому что если я помру, он тебя может прикончить втихую. Меня? Он опасаться будет. Не знаешь ли ты о нем все? А вдруг тебя схватят?
а ты в гестапо расколешься. Поэтому, как бы он не хотел выслужиться, сам на тебя не донесет. А так под любым соусом прикончить, и все. Почему он мне служит? Потому что шкуру свою бережете. Женюша, ежели помру, сама иди к нему. Скажи, приказано тебе меня охранять. Кем приказано? Вами? Командованием нашим по радио. Оно, мол, все знаете. Еще для пущей важности скажи. Здесь на месте наши люди следят за тобой и за ним. Это святая правда. А кто эти люди, дедушка? Опять не доверяете. Не стыдно вам? Что вы со мной так? То гладите, то по морде. Я ж не собака. Оскорбляешься моим недоверием. Ну, как я могу тебе, неопытный, доверить жизни людские? И все дело. Если вы помрете, что с делом-то станет? Простите меня, дедушка. Не помрете вы ни за что. Я так по дурости. Мне сейчас помереть нельзя. Не имею права. Карл? Поди открой ему, Женюшка. Плох, старик. Тебе плох. Мне тоже плох. Нет шнапс. Но тебе, Шлимо, больше плох. Будет еще больше плох. Spricht die kleine Deutsch? Kann sie verstehen, was ich spreche? Nein, kein Wort. Не понимаете ни слова. Nun, Kleine, bleib hier. Стой. Стой. Не спорь с ним, Женя. Не оборачивайся. Ich habe 2 kleine Mädchen. 2. Auf Wiedersehen, Timofei. Sei gesund und koch guten Schnaps. Беда за бедой, Женя. Завтра начнут у всех станичных, у полицаев даже, продовольствие какое есть отбирать. Он тебя и меня, хворого, пожалел. Соседки нашей. Девочки маленькие совсем. Надо предупредить. Стой! Ты что, полоумела? Дедушка! Черт тебе, дедушка, а не я! Еще доверие просит, дура! Дедушка! Женя, внучка, слушай меня внимательно. Христом Богом прошу, не вмешивайся ни в какие дела. Не можем мы своим делом рисковать. Не имеем права. Душа-то как же? Нет у нас права на собственную душу. Не можем мы ее как бомбу брать или швырять во врага. Женя, сына моего уводили на расстрел. Душа кричала, плакала. Но я душу свою к глазам, к зрению не допускал. Смотрел, как сына моего родного
Кровинушку мою скручивали, волокли. А я говорил, не знаю, кто таков. Вот как было, Женя. И Андрюху видел, как брали. Бога молился, чтоб самого не заставили хватать, не знаю. Выдержал бы, но знал, что Андрюшка верит в меня. Верит, что себя не выдам. Один раз только он зацепил меня глазами. И я понял, что просить он прощения. Зачем лез куда не надо? Зачем душе своей уступил? И ты не уступай. Не уступай, Женя. Дедушка! Дедушка! Женя, иди шифруй. Зачем же вы, дедушка? Я бы сама. Тебе туда, где я был, нельзя. Шифруй. Сведения важные. На станции Сосыка группа Костыля взорвала состав с бензоцистернами. Отряд Седова сжег большие зерновые склады. Ночами иногда держится снег, мешает работе. Теперь самое главное. Железный докладывает. В 5 километрах северо-западнее Лущевки на старых складах чрезвычайно усилена наземная и противовоздушная охрана. Попытки разузнать тайну складов остались безуспешными. Как дитё малое, ну нельзя же вам курить. Дедушка! Я сам лягу сам. Подняться дед не мог. Ноги словно отнялись. 2 раза сообщала я в штаб, просила приказать старику, чтобы допустил к самостоятельной работе. Ответ был неизменным. На усмотрение деда силы мои были на исходе.
Андрей Я? жив. Для кого жив, а для кого не жив? Вот радость там. А как вы сюда вошли? Эх ты, разведчица. Села за передатчик, а дверь не заперла? Дверь. Дверь. Вроде я в беспамятстве был. Ничего не слыхал. Дурный дедушка. Что ж теперь будет? Штольц не пойдет, за тиф опасается. Фриц тоже. Дальше синей не ходил. Иду, лестница кончается. Может, вы меня видели? Уходить тебе надо. Собирайся доживо. Никуда не пойду. Я виновата. Без вас не уйду. Здесь геройство разыгрывать нечего. А приказ исполняй. Кажись, пронесло. Сашко, знак подаете. Завтра пойдешь в станицу, позовешь его, нужный будете. Счастливый твой Бог, внучка. Очень я тебя прошу, осторожней только. Не богат товар, а может, яиц десяток за него и дадут. Спички, но не в цене. Иди, внучка. Я скоро. Пиджак, хороший пиджак. Ну что ты, меняй. Oh, raus mit dir, Scheißke. Лоточки, вот смотрите, какой лоточек. Ну давай, погоди, молодец. Она меняется. Один только мама.
купите спички, тетечка. Дедушка у меня болеет, простудился он. Зимой ночки долгие. Что? Что ты говоришь, девочка? Толканочка. От того и голова болит. Здравствуй, Чижик. Скажи деду, что скоро приду. Не нужны мне твои спички, девочка. Откуда спички? Откуда спички, спрашиваю? Из Ростова. Привезла. Где живешь? Дедушка Тимофея. Господин полицай. Ой, полицейский! Малявка, надо молчать, когда тебя обыскивают. Ну и внучка у деда. Доска, два соска. Пошли дальше. Дед твой как? Жив еще? Велел вам прийти к нему непременно сегодня. Ладно, луком торгуй. А спички запрещены. И лимонки тоже. С чем ходишь, дура? А ну дай сюда! Дай сюда! Действия твои я одобряю. Хотя за лимонку тебе от меня выговор. Отчаянные вы. Молодые, как я убеждаюсь, куда больше подходишь в партизаны. А это женщина. Кто она? Придет время, узнаем. Уверенная она. Смелая. Маленькая. Почти как я. Но уже такая. Какая еще? Настоящая женщина. Хоть это я не всегда буду такая, как вы называете, кузурка, заморыш. Я тоже стану, как настоящая женщина. Нашла время, когда думать об этом. О, кубыть Сашко. Ты заведи с ним разговор, а я вроде сплю. Послушай его речи и вывод сделаю. Ну, принимай гостя. Дед спит как раз. Ну так что, другим разом зайти? Ну, заходи, погрейся. Может, проснется. По-прежнему кашляет. По-прежнему. А это тебе откуда известно? Да я давеча заходил. Он, видать, спал. Да и ты вроде спала. Наверху, в наушниках. Но я кликать не стал, то ты с дуру-то и пальнуть могла. А мне здоровье дороже. Так это твои следы. А чьи ж? Я потом сигнал подавал, чтобы вы, значит, не беспокоились. А не врешь? Ну, кому гнида, кому вошь. Чего не запираешься? И чего с лимонкой на базар пошла? Ну, как бы не я тебе обыск делал, что тогда? Сама знаю чего. По делу говори. Чего говорить? Давай, давай, расталкивай деда. А ему сон для здоровья важен. Докладывать будешь мне. Тебе? Не хочешь, уходи. Как на духу. Понимаешь? Скоро придут наши. Какие-то наши? Ну, наши, советские. Дела у фрицев плохи, громят их. А если немцы драпать начнут, то всех полицаев с собой погонят. А я не хочу. Ну? Как ты говоришь, ну? Я же проявил себя. Сколько я деду помогал. Не выдал ни его, ни тебя, верно? А дед до сих пор не сообщает нашим, что я свой, советский. И что работаю на Красную Армию. Ошибаешься, я давно сообщила. Верно говоришь. Верно-то верно. Как ты сейчас сказал? Что не выдал ни дедушку, ни меня. Да я ж твою рацию мог в комендатуру отнести. Поднять тревогу. Ну как же ты мог? Если ты наш, если советский. Выходит, торгуешься. Ты что? Я же как факт преданности. Да и деда давно знаю. Его вовсе не Тимофеем зовут. Я его с Ростова знаю. Твой начальничек там в одной гостинице служил, швейцаром. Вот тогда и завел бородищу. Сашко! Сядь. Я в тебя верю, Сашко, как в очень большого прохвоста. Ловкой ты.
Но за список всех полицаев, и кто из них какими делами славен. За это тебе благодарность режется от командования нашего. Правда, Тимофей Васильевич. Но этих всех твоих заслуг мало для полного прощения. Ты мой дубок знаешь. Говори прям, не виляй. Загаси сейчас же. Ладно, дыми. Я тебе поручение даю боевое. Доставь оттуда, что там есть. Нет, Тимофей Васильевич, это нет. Это я не рискну. Завтра же пойдешь и принесешь. Не могу. На такое дело. У меня ноги подгибаются. Выдам, Тимофей Васильевич. Выдам. Выдам и себя, и вас. Я виселицы боюсь. Пыток не выдержу. Я тебе приказываю, шкура. Возьмите мой пистолет, Тимофей Васильевич. Лучше застрелите. А шкурой напрасно обзываетесь. Я слыхал, у подпольщиков золото для подкупа имеется. Разве я у вас просил? Дурень ты. Золото. У нас только есть единственное у каждого жизнь, которую отдаем за родину. Вот так, Сашко. Завтра внучка моя под видом, что ищет для меня молока, сама пойдет к дубку. А ты будешь обязан от нее отвлекать опасность. Как отвлечь? Решай на месте. Подходит тебе такое дело? Ладно, это исполню. Ну, тогда действуй. Завтра в 12:15. А пока прощавай. Слышь ты, девчонки мои помирают. Дай что-нибудь. Дай. Вам, полицаям, хоть что-то оставили. А у меня все. Девчонки мои помирают. Принесите мешок. Я насыплю картошки. Что же сюда войдет-то? Да разве я мешок подниму? Я свалюсь. Идемте. Вареный дать? Уж откажусь. Тетенька, он сильно болеет. Подождите. Я сейчас схожу. Ключ будет под ступенькой. Чего? Если станет известно, что меня схватили. Тебя? Запомните, куда ключ кладу. Дедушка полуживой сопротивляться не сможет. Замучают они его. Да что ты такое говоришь? А теперь уходите, чтобы нас вместе никто не видел. Знаете, наши под Сталинградом берут верх. Наступают на полный ход. Всем об этом говорите. Im Park, ja? Aber Mädel getroffen, sehr schönes Mädel, ja? Sind wir weiter ins Café gegangen, ja, getroffen, nach Hause begleiten, ja? Das war alles sehr gut, wunderbar.
Vorwärts. Ja, vergessen Sie schöne Beine. Du, du, also hier auf, du, du, Donnerwetter, russischer Schweinehund. Moment, уйди. Ну, пошла, пошла. Давай, давай. Господин майор! Господин майор! Ай! Du beziehst du! Los, komm! Ну что ты, что ты? Ну? Там стреляли, хватали всех, били. Войны без крови не бывает. И без слез тоже. Однако вытри их. Вижу, руки-то у тебя в саже. Принесла. А Сашко? Не знаю. Стреляли в него, а я убежал. Плохо. Сообщения были важными как никогда. Фашистское командование перебрасывало войска на помощь окруженным под Сталинградом. Но через большие узловые станции гнали войска сателлитов, подставляя их под возможные удары нашей авиации. Отборные немецкие части переправлялись ночами через станцию Степная. Не сердись, Женя, я по делу. Кто там? Слава Богу, в себя пришли. Я по делу, это вас касается, Тимофей Васильевич. Ну? Вчера днем на площади в полицая Сашко стрелял какой-то фашист. И люди гутарить, что в самый последний момент Сашко успел пальнуть того фашиста. Вот. Что ж такое делается? Своих стали стрелять, как собака. А Сашко убитой? Убили, народ говорит. А еще гутарят люди, что всех лущевских полицаев шерстить будут. Соседка. Да, Тимофей Васильевич. Ты меня считала, что я немецкой халуй? Так я не одна, я это... Христом Богом прошу, считай так и дальше. Это нужно для нашего же дела, для советского. Недолго осталось. Терпеть нам осталось совсем недолго. Не ходи к нам. Ага. Сашко жив. Немцы нарочно распространяют слухи о его смерти. Гестаповцы уже взялись за него.
Плохо. Вам обоим нужно немедленно уходить. Вы сможете? Слаб еще, но оставаться нельзя. Вот, кстати, таблетки Кауфман посылает. Вы уходите в Ростов, на известную вам явку. Ну, а внучка к линии фронта. Азимут сегодня же запросите у штаба. Я его припугнула возвратным тифом. Мы, немцы, очень пугливы в этом отношении. А вы немка? Да, и самый настоящий. В 1932 году бежали от Гитлера. Ну, а больше тебе знать не надо. Я тебе сколько раз объяснял. Твое дело исполнять. И никаких вопросов. Ну, раз вы опять начали ругаться, значит, выздоравливаете. Тимофей Васильевич, вам особая благодарность за одно сообщение. Это какой? Что немцы заранее планируют раздел земель в Лущевке. Именно эти данные помогли мне внедриться в оккупационные организации и завязать знакомство со Штольцем. Ну, а при его помощи я надеюсь попасть на склады за железной дорогой. Жаль, что не могу опереться на вас. Счастливого вам пути. Простились они навсегда. Лишь после войны Дуся узнала, что разведчица выполнила задание и проникла на склады. Узнала и то, что заплатила за это она своей жизнью. Держи. А вам? Знай, помалковай. Тебе до фронта топать да топать. Рацию забираешь с собой. Направление потеряешь, свяжешься со своими. Ботиночки у тебя не очень подходящие для дальнего путя. Погоди, погоди. Держи. Вот. Так. А сверху потом, как лопаточки, веревочкой замотаешь. Вот и будет хорошо. Вот так, давай, здесь. Надевай все одежки, какие есть. А потом мои корабли оденешь. Вот оно и будет хорошо. Это ерунда, игрушка. Держи мой Вальтер. Вот компас. Гляди-ка, волосики твои подросли. О, сама только не торопись, не расти. На войне тебе надо маленькой, удобнее. Глянь, что будет делать. Видишь, ящик. Проволочку потянул. Гляди дальше. Вот. Только не дверцу дернуть, она и громыхнет. Весь курень в небеса подымется. А заодно и те, кто за нами придет, ауфидерзейн, отправится к Господу Богу. А мы? Мы как уходить будем?
Посидим напоследок. Помолчим. Ну? Чуешь, как ветрюга забывает? Есть, стал быть, и наш разведческий бог. Хорошо окрутить. Никакая собака следа не возьмет. Становись, Женя, рядом. Теперь шагай. Считай 19 шагов. 16, 17, 18, 19. Стой. Склони голову, Женя. Здесь он, Андрюха, лежит. 19 шагов от столба. В память того, что 19-й год ему шел. Дедушка, а какой он был? Из себя, что ли? Вот его аусвайс. Вот. Дай сюда. Отдайте мне на память. Нельзя. И себя подвести можно. И того, кто документ выправлял. Все. Вот и нет нашего куреня. Дедушка, плохо вам. Живы будем, не помрем. Прощай, Андрюха. Прощай, сынок. Я сам. Иди. Дедушка, посидим. Погоди, трохи. Скоро мосток. Шагов 300. Полезай туда, там затишок. Покалякаем на прощание. Внучка, куда идти, помнишь? Пойдешь прям по реке. Скоро степь. 3 лесполосят считаешь? Свернешь вправо. Приказываю идти. Дедушка, посидим еще. Я приустала.
Нельзя уставать. Слышь, война, сколько выдержишь, топай, топай. Пока бесприпас не кончится, в хутора не заходи. Дедушка, я с вами останусь. Чего? Не оставлю. Вас не оставлю одного. Чего? Расстреливайте. Все равно не уйду. Слушай, выполняй приказ, или при тебе застрелюсь. Ты лучше обнимемся на прощание. Вот так. И Андрюх погиб жалеючи. Против приказа нельзя. Иди, не жди. Я оклемаюсь. Я сам. Куда мне надо? Шагай, внучка. Шагай. Война, Женюшка. Никогда больше Дуся не видела деда. Лишь через 10 дней она добралась до линии фронта. Вот так и закончилась первая разведка Чижика маленькой комсомолки Дуси. Раскаты орудий и лес сгоревший дотла. И пусть вовек никто не забудет, что ты на свете была, что ты